Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Не в сервисе. Меня зовут Денис, и весь наш коллектив вас приветствует. Пожалуйста, засними. Мы работаем, все нормально. Все на месте, как говорится. Значит, смотрите, это видео о том, вот как это об этой машине. Значит, приехала машина на замену ГРМ без колпачков, потому что колпачки автовладелец поменял сам. И поменял он ее, надо сказать, поменял эти колпачки не без потерь. Значит, показываю потери. Когда производился самостоятельный ремонт, были откручены не все болты с крышки ГРМ, и поэтому при ее съеме случилась вот такая вот оказия в виде сломанной крышки. Потом при съеме ГРМ случилась еще одна оказия в виде вот такого обломленного места крепления планки успокоителя. Успокоительной планки. Поэтому, когда вы будете самостоятельно и первый раз ремонтировать свой автомобиль, убедитесь хотя бы в том, что все болты у вас откручены, прежде чем снять ту или иную деталь. И если у вас что-то ломом не идет, значит вы что-то не открутили, и это не прилипло на герметике. Значит, это первый момент. И это не мы сломали, и это может подтвердить, собственно говоря, автовладелец, который стоит здесь, но не захотел сниматься. Так, дальше поехали. Владелец данного автомобиля, я извиняюсь, владелец данного автомобиля привез свой комплект ГРМ на этот автомобиль. Сейчас мы его посмотрим. И по этому поводу мне есть что вам сказать. Значит, первый момент. Комплект у нас составной. Вот он лежит у меня на столе. Серега, заснимем. Значит, это комплект, который я уже снял. Часть деталей марки Автовелт. Уж не знаю, насколько это все ходит, но эти марки, вот этот комплект, часть этого комплекта, это, ну, грубо говоря, пластиковые изделия, поэтому, может быть, будет ходить. Но все остальные запчасти, как утверждает автовладелец, купил оригинал. Мы прекрасно видим вот эти вот замечательные наклейки, которые вызывают у нас дикое недоверие по поводу того, что это не подделка. Значит, внимательно вы спрашиваете, как определить подделку от неподделки. Вот перед вами яркий пример, что это подделка. Значит, смотрите, обращаю внимание, здесь единственные две детали, которые имеют оригинальный вид. Это вот это и вот это. На основании них их будем отталкиваться. Значит, Серега, засними, как выглядит наклейка на неподдельной детали. Видим шрифт и видим саму наклейку. Цвет, надеюсь, передаст. Теперь сравниваем. Натяжитель имеет вот такую наклейку. Видите, она переливается даже. Это на принтере напечатанная. Давайте сравним ее. Шрифт, оригинал с неоригиналом. Даже правая блестит, левая нет. Да. Это подделка. Один раз подделка. Следующую. Одну подделку сравниваем со второй подделкой. Пожалуйста. Шрифт виден, да? Даже разная высота циферок. Вот еще одна такая же история. И пакеты не те. И пакеты не те. Вот эта цепь, она вообще должна идти в отдельной коробке. Она таким образом с завода не поддельной не упаковывается. То есть она в бумажной коробке идет. Белый, цепь. да. Да, в белой. С такими же красными надписями. И третий вариант. То есть сравним опять подделку с подделкой. Видите, разница в шрифте. Все разное. Вот этот весь комплект, по факту, мы будем сейчас ставить на страх и риск, грубо говоря, автовладельца. Да, мой косяк, я не посмотрел до этого. То есть, как бы, человек сказал, что привез комплект, все хорошо, ну, как бы, я разобрал, да. И сейчас мы достали, а по факту вот оказывается такая вот история. Поэтому было принято решение ставить то, что привезли, но когда вы будете покупать детали, имейте это в виду, что сейчас делают вот такого рода подделки. Наглядно все, надеюсь, показали, рассказали. Покупайте у проверенных поставщиков, сравнивайте наклеечки друг хотя бы с другом, они все должны быть одинаковые. Все, надеюсь, был ролик вам информативен, полезен. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем привет от команды Не в сервисе. До новых встреч.